80-е. Советский Союз близится к своему закату. В это время, когда еще не наступили 90-е, но уже всякие преступные группировки были на улицах и не давали жить простым людям. Их не просто грабили и избивали, но еще и убивали и насиловали. И этим в основном занималась молодежь. В начале апреля 1988 года в одном из районов Москвы шла по улице девушка по имени Ольга. Ее приметила шпана. Ублюдки затащили девушку в подвал, после чего избили, изнасиловали, ограбили, еще и сорвали все украшения. Ольга пошла в милицию писать заявление, но там сказали то, что девушку повергло в шок. Сама, наверное, напросилась. Не повезло, что попался такой сотрудник. Не выдержав такого поворота судьбы, девушка написала своему парню последнее письмо. Она наложила на себя руки, приняв смертельную дозу снотворного, набрав теплую ванну и вскрыла себе вены опасной бритвой. Дмитрий Данилов, тот самый парень Ольги. Вырос Дмитрий в семье известного боксера. С детства отец приучал сына к спорту и воспитывал настоящим мужчиной. Таким Дмитрий и вырос. Крепкий, сильный, справедливый. Никогда не проходил мимо чужого горя и какой-либо несправедливости. Всегда защищал слабых. Еще в юности Дмитрий познакомился с Ольгой, когда защитил ее от хулигана. А когда Дмитрий уходил в армию, она обещала его ждать. Дмитрий попал в Афганистан. И не просто попал, он сам требовал его туда отправить. Дмитрий вернулся и узнал страшную весть о том, что случилось с его девушкой. Последнее письмо родители не решились отправить, а отдали уже после дембеля. Жизнь без любимой Ольги для Дмитрия потеряла смысл. Лежал он у себя в комнате, ни на что не реагировал. Друг решил хоть как-то помочь и вытащил свой видеомагнитофон с кассетами. Дмитрий не особо смотрел фильмы, пока не увидел американский боевик «Жажда смерти» с Чарльзом Бронсоном в главной роли, где его герой мстит уличным бандитам за жену и дочь. И тут же Дмитрий словно заново родился. Он понял, что ему нужно делать. У него появилась цель. Он должен очистить улицы от всякой мрази, которую плодит скорый развал Союза, которая насилует, убивает, грабит. Он должен очистить улицы от всякой грязи. Денег на оружие у Дмитрия не было. Он изготовил самодельное оружие, дубинку с шипами. И вот Дмитрий выходит на улицу. Ходит исключительно по криминальным районам, особенно по Строгино, где и была изнасилована Ольга. В первый же вечер Дмитрий замечает ублюдков, которые пытаются похитить девушку. Дмитрий незамедлительно пришел на помощь. Гопники бросают девушку и окружают парня. Но Дмитрий не жертва, он охотник на таких вот тварей. Дмитрий ударяет дубинкой в лицо главаря и пинает под дых его дружку. Шайка убегает, забыв про все и о своем дружке. А вожаком был Юрий Капитонов. Неизвестно, был ли причастен к изнасилованию Ольги, но то, что он был причастен к многим другим преступлениям, но при этом выходил сухим из воды из-за влиятельного отца, это факт. Удар по морде лишил его половины зубов и одного глаза. Папаша его тогда сильно взбесился. Новости о мстителе облетели весь город, а в милицию сообщение. Бандиты хотели отобрать пенсию старика, но появился парень с дубинкой и не допустил этого. Трое изувеченных. Грабители при попытке ограбить женщину были изувечены. Гопники пытались изнасиловать девушку, но тут появился парень с дубинкой. Один убит, 4 раненых. Все пострадавшие в один голос твердили, что просто хотели попросить сигарету, а тут на них накидывались. Конечно, ведь то, что появился такой человек, плохо для них. Они же только на беззащитных способны нападать. Милиции пришлось заниматься этим делом, так как пострадавшие от Дмитрия были сынками высокопоставленных людей. Но при этом милиционеры понимали, что в действиях мстителя нет ничего плохого, а наоборот. Ведь преступность снижается, а люди меньше стали бояться. В конце 80-х начала развиваться тяжелая музыка, и начали появляться неформальные молодежные группы. Однажды после такого концерта местная шпана напала на неформалов. Но тут появился парень с дубинкой и проломил одному гопнику голову, после чего сбежал. Но парень в тот момент был не один, а с девушкой. Милиция девушку задержала, и та рассказала все, что знает. Из показаний Ольги Репиной. Я познакомилась с Димой 3 часа назад, перед концертом. Он ничего о себе не рассказывал, только упомянул, что был на войне и недавно потерял свою девушку. Увы, но Дмитрий был пойман. В подворотне вечером на пенсионера накинулись 3 бандитов, отобрали сумки и начали бить. И тут появился мститель, и 2 грабителям пробил голову. Местные жители вызвали милицию, и, как ни странно,
Патрульная машина приехала очень быстро. Дмитрий решил убежать и заскочил в припаркованные «Жигули» во дворах. Водить машину Дмитрий, к сожалению, только учился, и поэтому врезался в столб. Погоня была недолгой, а мститель был пойман. Во время следствия Данилов ничего не стал скрывать. Все рассказал, во всем признался. Выразил сожаление, что не успел полностью очистить город от насильников и бандитов. Несмотря на влиятельных папаш, которые обидели за своих выродков, суд откладывал приговор 8 раз. К счастью, Дмитрию не дали смертный приговор, но при этом максимальный срок – 15 лет. Жаль, что хорошие люди, настоящие герои, всегда страдают. Как сказали в одном фильме, герои – это люди со сломанной судьбой. Именно Дмитрий Данилов, по словам писателя Виктора Пронина, стал прототипом для книги «Женщины по средам», по которой позже сняли фильм «Ворошиловский стрелок». Писатель много изменил. Вместо воина-афганца – ветеран Отечественной войны. Вместо дубинки – винтовка со снайперским прицелом. Но главное осталась суть. Добро должно быть с кулаками. И борьба за справедливость. Дмитрий Данилов отсидел все 15 лет. В 2004 году он вышел. Дальнейшая судьба неизвестна. По первой версии, он уехал в глухую алтайскую деревню и живет там спокойно. По второй версии, ушел монахом в старообрядческий скит. Хотя это не подтверждено, но я лично надеюсь, что у Дмитрия сейчас все хорошо. Я уверен, такие герои были и будут, как среди простых людей, так и среди милиционеров, как раньше, так и сейчас, которые защищают слабых людей и не проходят мимо несправедливости. Именно благодаря таким героям многие люди живы и здоровы. А впереди были 90-е, где преступлений стало еще больше. Помимо Ивана Афонина из «Ворошиловского стрелка» вспоминаются еще герои из фильмов, например, Данила Багров из фильма «Брат и брат 2», Эрик Дрейвен из первой части «Ворона» и Алексей Николаев из фильма «Авария. Дочь мента». Всем спасибо за внимание.